Ладно, Новый год прошел, пойдем поработаем, что ли. Всем привет, с вами Кузница Велнда, меня зовут Антон, его по-прежнему зовут Аскель, и мы приветствуем вас в новом сезоне Кузница Велнда. Жители Земли, я объявляю смертельную битву за ваш мир. Готовьте оружие. Да, этот год, походу, обещает быть тоже веселым. Ну, раз на дворе смертельная битва, давай сделаем клинки Кабала. Почему? Как почему? Вы же просили нас сделать что-нибудь восточное. Вот, получайте. Но прежде чем мы начнем, нужно оговориться, что мы планируем сделать не клинки из игры, а историчный вариант. И не два, а один. Потому что размахивать этой хреновиной нужно много-много лет учиться, а мы что-то не нашкачкуем. В Древнем Китае была традиция делать разнообразное оружие, из чего придется, не затрудняясь систематизированием созданного. Что логично, ибо в одном монастыре могли банально не знать, что за кракозябру с загогулиной придумали соседи. Также в Древнем Китае была еще одна прекрасная традиция – давать имена своим свежепридуманным загогулинам. Причем имя могло звучать как крюк с палкой, палка с крюком, меч с крюком и крюк с мечом, или же восходящая луна головы молодого тигра с сиянием полумесяца над горой, непереводимое название местной горы, известной только жителям данного подгорья. Что характерно, ни одно из этих названий, разумеется, не давало ни малейшего представления ни о внешнем виде оружия, ни о том, как его использовали. Но как они звучат? Лин цзяо дао, шуань гоу, лянь дао, фу дао, шуань ху доу гоу, пинь инь ци лянь. Антон, тебе опасно залезать в историю китайского оружия так глубоко. Так и язык сломать можно. То ли дело Бродекс, Сакс, Крымосакс в конце концов. Викинги — это классика. Кстати, о классике и о викингах. Минуточку, сейчас важно. Если ты, дорогой зритель, уже занес руку для того, чтобы перемотать этот фрагмент, то ты пропустишь подарки от Кузницы Велнда, сделанные нашими мастерами. И не только, ведь в игре «Викинги», которая полюбилась миллионам игроков, и нам самим, происходит масштабное обновление. В городах открылись врата в таинственный Хельхейм, мир мертвых, сулящий опасные приключения и уникальные трофеи. Вместе с избранным воителем вы спуститесь в катакомбы Хельхейма, где вам предстоит в пошаговом режиме сражаться с мистическими врагами, воинами и порождениями мглы. Исследуйте подземелья, получайте награды, улучшайте здания в Хельхейме и прокачивайте своего воителя. Это совершенно новый опыт игры, доступный всем игрокам. И нет лучше времени, чтобы опробовать викингов самим, если вы по какой-то причине это еще не сделали. Ведь в «Викингах» только за 2020 год организовали почти 3 миллиона штурмов, схлестнулись почти в миллиарде сражений и не доспали 76 триллионов часов. И создали 195 тысяч кланов. Ну и помимо обновления, в честь праздников, мы вместе с создателями игры разыгрываем символ этого года – металлического быка Василия. А чтобы получить его, вам понадобится написать четверостишье, не матерное, о том, как прошел для вас этот прекрасный 2020 год. Но и это не все. Создатели разыгрывают среди новых игроков новенький iPhone 12 Pro, iPad Pro и клавиатуру к нему, а также MacBook Pro. Условия предельно просты. Чтобы получить iPhone 12 Pro, нужно быть одним из тех, кто пройдет минимум до 15 уровня дворца до конца января. А вот iPad Pro с клавиатурой или MacBook Pro получат те ярлы, которым удастся дойти до максимального уровня дворца до конца января среди остальных участников. Розыгрыш состоится 5 февраля. И, само собой, каждое скачивание игры именно по нашим ссылкам в описании позволит сделать нам контент еще лучше. И для нас это не пустые слова. Скачивайте игру, участвуйте в конкурсах и побеждайте на полях сражений в игре «Викинги». А в современном западном мире есть не менее увлекательная традиция – все систематизировать. Не всегда понимая, о чем именно идет речь, и вот наш западный знаток оружия видит название «парные крюки» в хрониках периода весны и осени или воюющих царств 8-3 века до нашей эры, и видит штуку с названием «парные крюки» в музее на 19 век.
И, конечно же, это одни и те же парные крюки. Совершенно одинаковые парные крюки. Мгм. И таким образом мы видим потрясающую картину. Наш знаменитый парный меч Шуаньгоу, изготовленный впервые, скорее всего, в 18-19 веках, начинают относить к периоду династии Цин до нашей эры. Там были похожие, бесспорно, но совершенно не то. Легенда же появления этого оружия заслуживает отдельного экскурса, и не так уж и важно, к какому веку ее относить. Как мы знаем, монахи разных китайских монастырей, где сочетали развитие духа с развитием тела и владением оружием, очень любили придумывать сложные загогульные с перехватами, дабы поразить противника. Явно в начале внешним видом этого доселе невиданного творения, а потом и собственным неэпическим мастерством владения им, ну или хотя бы пониманием того, за что это вообще можно хватать, чтобы не самовыпилиться при первом же подходе. И вот великий мастер одного из таких монастырей, чего имени не сохранила история, но каждый ушуистый киндаист, конечно же, знает, что это был родоначальник именно его стиля, создал невиданное прежде оружие. Соединив меч, топор, крюк, кастет, серп, кинжал и вот такую-то гуань-инь воедино. И назвал это, соответственно, шуань, то есть парный, и гоу, то есть крюк, шуань-гоу. Им можно было резать как мечом, ибо внутренняя часть лезвия была заточена. Им можно было рубить как топором, согласно легенде. Но на самом деле это относится не к шуань-гоу, а к мечу из рога единорога, линь-цзяо-дао. Им можно было цеплять противника за одежду, щит или оружие крюком, бить острием кинжала, шедшим вниз от рукояти, резать серпом кастета или бить кастетным серпом. А еще при применении парных гоу их можно было соединять, цепляя друг за друга, таким образом удлиняя расстояние удара почти вдвое. В общем, высококачественная древнекитайская вундервафля. С ножными, правда, беда. Либо никаких, либо как футляр от виолончели. И, конечно, пошел наш мастер долгими и пыльными древнекитайскими дорогами к императору. Подарить любимой стране убер-оружие, чудо-пушку, что поможет выиграть все войны. И встал он, значит, перед императором и устроил в лучших ушуистских традициях показательное выступление с Шуаньгоу. Император был впечатлен. Он всемилостивейше спросил мастера, а какое народно-хозяйственное значение имеет эта потрясающая передвигалка для белья на высоких веревках. И пока мастер отходил от культурного шока, военачальники императора постарались максимально мягко намекнуть владыке, что эта штука удивительно хороша для уменьшения народонаселения Китая минимум вдвое, ибо если ей вооружить хотя бы одного солдата из 20, то остальные 20, как и сам вооруженный, будут безвозвратно погублены попытками овладеть мастерством махания этой во всех отношениях великолепной штукой. Мастер в итоге был обласкан, одарен дарами и настрого отстранен от любого подхода к обучению строевых солдат методикам владения шуаньгоу. Именно потому, что владению таким оружием нужно учиться многие годы, даже в единичном варианте, а уж в парном и подавно. И, кстати, именно поэтому мы сегодня делаем не шуаньгоу, а гоу, то есть всего один крюк-меч. На самом деле он правильно называется худоу-гоу, и это совершенно отдельное оружие. Ибо познание нами дзена этого мастерства еще очень и очень далеко от... В общем, одной бы такой штукой на тестах не убиться бы случайно. Ну ладно, ты порисуй, а я пойду горном займусь. Люблю я это дело! Существует несколько способов крепления рукояти к клинку. Источники говорят нам, что подобные клинки собирались несколькими способами. А именно, есть вариант сборки на кузнечную сварку, на клепке, а также пайка. Какой мы будем использовать? Если честно, мы пока не решили. Мы решили начать и посмотрим в процессе. Для начала мы взяли кругляк 22 мм в сечении, стали 60 S2A. Прежде всего, мне предстоит на молоте перебить наш кругляк в полосу нужной мне толщины. Так как у нас на рукоятке толщина 10 мм, там я оставлю металла побольше.
После чего вытяну полосу пошире и потоньше. Отбив на молоте полосу и оставив металла для будущей рукояти и копьяца, мне предстоит отбить спуски. Делать я это буду вручную. Здесь есть свои тонкости и нюансы. Дело в том, что наш клинок довольно тонкий, и в процессе его будет гнуть, колбасить, и, в принципе, под собственным весом он будет постоянно пытаться поменять форму. Мне нужно будет это поправлять. Сейчас посмотрим, как у меня это получится. Итак, я отковал крюк. Это было непросто, потому что из-за ромбовидной формы он не хочет гнуться в ребро, и пришлось с ним повозиться. Также пришлось слегка его подрезать и снова доформовать, потому что он не пролезал в нашу закалочную трубу. Сейчас я перейду к другой стороне нашей заготовки, а именно к формированию рукояти и копьяца. Поехали. Мы переместили шлифовалку, и сейчас нам надо в грубую ослесарить клинок. Есть пара проблемных мест. Это вогнутые грани внутри крюка. Там надо будет поиграться с углами. После этого мы ослесарим копьецо. Сводить в острое мы его не будем, по причине того, что мы не шаолиньские монахи, и на него можно напороться.
Наш клинок почти готов к закалке, но прежде чем приступить к этому процессу, мне нужно слегка поправить нашу рукоять, потому что ее погнуло, когда мы прошивали отверстие для монтажа гарды. А сейчас мне предстоит сформировать гарду нашего клинка, который представляет собой такой полумесяц на ножках, которые то ли приварены, то ли приклепаны, то ли припаяны. Мы на источнике толком не разобрались, но по ходу пьесы решим, как это сделать. Я планирую слегка схалтурить, потому что уже очень сильно устал, поэтому покажу вам простой способ изготовления подобной штуки. Я откую пластину, после чего прогоню ее на горке в треугольник, согну два края и попрошу Аскеля отпилить по форме. Get over here! Ну что ж, месяц готов, время изготовить ножки и варить кузнечной сваркой их в полумесяц. Так как наше изделие довольно большое, оно не пролезает, как я уже говорил, в тару с маслом. Поэтому мы отдельно закалим клинок без гарды, после чего припаяем к клинку гарду. Аскель, принеси-ка щепотку буры. Что же вы делаете, бесстыдники? Мы закончили обрабатывать гарду. При помощи шкурок мы на грубую содрали спуски, после чего липучками зафинишировали их и прошлись немножко скотч-брайтом. Внутренняя сторона гарды будет сводиться в острое, ну а обратная для защиты руки будет тупой. Дальше нам предстоит закалить рога и привести в нужную форму, соответственно, в нужную длину посадочные штыри.
Наступает момент соединения двух закаленных деталей в одну. Как мы это будем делать? На этапе ковки до закалки мы надсверлили клинок, а потом прошивнем растянули отверстие в коническое. Сейчас на ножках нашей Луны есть утоньшение. Мы нагреем обе детали, предварительно зажав в тиски клинок и ограничив нагревание латунной пластиной. Тепло от латунной пластины будет переходить к тискам и не давать отпускаться клинку. Затем, прогревая клинок и ножку, мы сначала покроем их флюсом, а затем добавим уже припой. После чего, когда флюс расплавится внутри отверстия, мы дожмем ножку вовнутрь. Антон, можешь писать, что там искрит, блин? Уважаемый, вы что тут делаете? У нас тут съемочка, вы не могли бы в другом месте поискрить? Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. По впечатлениях. На самом деле, классная штука. Все рубит, втыкается, острая со всех сторон. Страшно неудобная. Мы не поняли, как этим пользоваться. Особенно, если брать две. А также не смогли найти в Москве ни одного мастера, который мог бы нам показать, как это делается. Вот, поэтому
Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что нам сделать в следующий раз. И, кстати, специально для фанатов восточного стиля мы подготовили отдельную спешл-серию наших ножей, которые вы сможете увидеть в нашем магазине. Проходите по ссылке в описании. Аскель, что ты там встал? Иди попрощайся. Не, ну вы видели, что я буду подходить? Я боюсь этой штуки.